Довольно плотный поток, и автор перекрывал обочину водителю Kia Soul, который хотел по ней пролететь. Ему удалось это реализовать, но вот после Kia вот вновь объявился, только теперь с учительскими движениями. Резко перестроился без поворотников прямо у него перед лицом, и это заметили сотрудники ДПС вдали, которые быстро остановили его. Автор сюжета в свою очередь тоже остановился, дабы предоставить запись его выкрутаса, не отходя от кассы. Говорят, ничто не вечно, но вот затупы водителей на круговом движении показывают совершенно обратное. Классика начала покидать развязку из внутренней полосы, за что быстро получила свою порцию справедливости. Владелец черного Volkswagen, как ни в чем не бывало, проехал по обочине, а затем, как только увидел ДПС, тут же решил вклиниться обратно. Но ему, конечно же, не повезло, и по итогу он был остановлен на разъяснительную беседу и оштрафован. Автор видео ехал по левой полосе на трассе, и впереди него двигается Kia Picanto, которую черный автомобиль с успехом объехал, перестроившись правее, а затем вернувшись в левую. Но такой путь – это слишком просто для героя видео, и он начал подъезжать к Kia все ближе и ближе. Когда понял, что это ничего не дало, решил преувеличить эмоции за счет подпирания. Как можете заметить, Kia вот едет быстрее, чем поток в правой полосе, и может быть у него не хватает мощности в его тачке, но он по-прежнему в левой. Судя по значку «начинающий водитель», какой-то нормальной реакции от него ждать не стоило бы, но у автора это превратилось в дело принципа, и он продолжал до последнего ехать сзади. Как совершенно неожиданно произошло то, что научило автора на всю оставшуюся жизнь. Kia вот врубил правый поворотник и, казалось бы, собрался перестраиваться, но резко нажал на тормоз и вернулся обратно. Так что герой видео напугался и пустил машину в неуправляемый занос. Обочечник Юрка объехал тех, кто перекрывал ему проезд, дабы снова продолжить свои выкрутасы, но вот автор видео и его коллеги связались по рации и решили его слегка поучить, сделав коробочку. Постояв таким образом какое-то время, урок был усвоен, и они все по-нормальному поехали дальше. Черный крузак справа от автора, так же как и другие автомобили, ехали по обочине и, приметив впереди ремонтируемый участок дороги, сразу же заимели желание пойти против своих принципов и вклиниться обратно. Но если кому-то и повезло это сделать, то вот крузаководу нет, и влезть у него не вышло. Какое-то время после этого он ехал вплотную сзади автора, а затем и вовсе решил блеснуть своим недовольством. Попытался вклиниться впереди автора, но вместо трепетания перед его персоной получил уверенное касание в левое крыло. Снова медленное движение в пробке, и обочечник, который вывел из себя других водителей. Чтобы поучить его, большегрузы и их коллега на Патриоте собрались вместе и решили его остановить. После их успешного действия Вольвовод пошел поговорить, и на этом сюжет прерывается, так что было дальше, можно только гадать. В этом сюжете в кадр попал обочечник на Infiniti, у которого поначалу все даже неплохо получалось, но совершенно неожиданно настал момент истины, когда он не подрасчитал, и его тачка села на пузо. И ни вперед, ни назад сдвинуться больше не смогла. Ему повезло, что водитель на Volvo, который ехал неподалеку, оказался очень добрым и помог его по итогу вытянуть, а так бы пришлось куковать там крайне долго. Запомнит ли он этот урок и то, что нужно взаимное уважение на дороге – большой вопрос. Справа есть полоса только для поворота направо, но многих это мало интересует, и они продолжают шпарить прямо. Владелец черного Матиза с наклейкой новичка включил левый поворотник и попытался влезть, не убеждаясь в том, что его пропускают. И что удивительно, через сплошную линию разметки. По итогу вся эта излишняя суета и самоуверенность вылилась в то, что его задний бампер теперь потребует ремонта. Не знаю, как вы, а я частенько наблюдаю картину, когда люди, как ни в чем не бывало, могут объехать пробку по полосе с другим направлением движения и вклиниться как так и надо в ее начале. Тут происходит похожая ситуация. Перед ЖД-переездом многие пытались вклиниться, и если Ford впереди впустили, то вот Solaris и желтое такси автор не стал впускать, и теперь им придется ждать до последнего. Автор сюжета перекрывал обочину во время пробки, но вот водитель белого BMW смог просочиться по ней на пузе и, казалось бы, встрял, но не тут-то было, ведь он тыркался вперед-назад, не жалея свою машину. И в итоге, ободрав все свое днище как следует, сырая мощь его тачки сделала свое дело и буквально 2,5 колесами вытянула его из, казалось бы, безвыходной ситуации. Водитель черного Ниссана, несущегося справа, был обязан уступить автору, но так как не захотел это делать, ему помогли стряхнуть снежок с машины мощным заездом в задний бампер.
Думаете, самоуверенные движения по обочине – это занятие сугубо спешащих мужиков? Походу мы глубоко ошибались, и красно-белый микросмарт в кадре – яркое тому подтверждение. Его владелица зачем-то заняла грунтовую обочину и ехала по ней, собирая ямки и раскидывая кирпичики и песок в водителей вокруг. В определенный момент она даже преисполнилась и попыталась усиленно газануть в надежде на то, что удастся проскочить дальше. Но не вышло, и поэтому чуть притормозила, начав пытаться вклиниться обратно в поток. Но тут уже автор пошел на принцип и не дал ей этого сделать. Автор подъезжает к круговому движению, и на знаках вверху четко видно направление по полосам. Теперь обратите внимание на Патриот, который въехал во внутренний ряд кольца. И оттуда же абсолютно без заморочек собрался его покидать, и даже для приличия включал сигналы поворотов, правда от заряда в боковину это его не спасло. Герой видео видел, как Toyota пролетела по обочине, а затем начала попытки влезть перед ним без поворотников для хотя бы малейшего уважения. И так он сильно хотел это сделать, что не отступал ни на секунду от своей затеи, вынудив даже тем самым водителя Audi впереди автора пресечь сплошную линию разметки, чтобы он в него не влетел. Потом Toyota вот резко затормозил и полон уверенности выскочил из машины на разговор, а автор не испугался и вышел тоже. По завершении чего Toyota вот забыл обо всем и скорее устремился вперед. Белый Range Rover покинул круговое движение из внутренней полосы и активно пытался вклиниться между Грантой впереди и автором со стороны встречной полосы без поворотника. И он был не один, на заднем плане видно, как этим промышляют и другие бесшабашные водители. И когда герою видео надоело наблюдать всю эту картину, он просто сделал ему неожиданный подарок в боковину, не жалея своей машины. Владелец Mitsubishi, выезжающий со стороны грунтовки, хотел побыстрее попасть в главный поток, в котором находился автор. Но не смог, и это его крайне глубоко тронуло, поэтому он, не глядя на то, что впереди вереница машин, выехал всех обгонять через сплошную линию разметки. Но этот выпад вскоре закончился, ведь он повстречался лицом к лицу с сотрудниками, которые его остановили, и теперь придется забыть о правах или решить все как-то иначе. Кажется, будто бы водители маршрутного транспорта нарушают гораздо реже, но бывают и исключения, как этот зеленый автобус, пролетевший на откровенный красный свет. И хорошо, что на его пути не оказалась какая-то машина, кроме сотрудников, которые направились на выяснение обстоятельств такого маневра. Едешь себе, никого не трогаешь, и тут как снег на голову появляется умник на газели, который не смог объехать пробку по противоположной обочине и сделал это по встречной, получив награду от тяжелого манипулятора. Владелец серого Рено слева хотел перестроиться правее, но автор даже не думал его пропускать, и как бы реновод видел все это, но не бросал своих попыток сделать это именно перед героем видео, а не перед кем-то другим. И когда у него ничего не вышло, он, казалось бы, успокоился, но это ненадолго, ведь вскоре он вернулся снова и теперь уже без поворотника, не прощупывая почву, а конкретно полез правее. И так как времени у автора было навалом, он тюкнул его в боковину и конкретно удивил реновода таким поворотом сюжета. Автор и его коллега-таксист впереди пытались перестроиться левее, и в это же самое время появился водитель ленд-крузера справа без номеров и заморочек, который просто взял, объехал другие авто и успел вклиниться на пролом. Такие непонятки сразу же заметили сотрудники правопорядка и направились за ним в погоню. Вначале Toyota вот даже не думал останавливаться, но по итогу ему все равно пришлось это сделать. Пожалуй, нет ничего стабильнее того, когда люди не понимают простейших правил съезда с кругового движения и учатся не на чужих, а на своих ошибках, получая нехилые уроки, прямо как Рено в этом сюжете. Водитель черной иномарки ехал позади большегруза и долго думал, когда ему выйти на обгон, и придумал, когда будет знак «Обгон запрещен» и начнется сплошная линия разметки. Первый раз, кроме регистратора и автора, это никто не увидел. Далее, спустя некоторое время, он вошел во вкус и сделал то же самое повторно, но только теперь этот выкрутас увидели еще и сотрудники ДПС, стоящие по левой стороне дороги. Новенький Volkswagen Polo без номеров начал перестраиваться правее без включения поворотника и, судя по всему, не соблюдая скоростной режим и не глядя перед собой. Поэтому в день покупки умудрился зафоршмачить свою тачанку о кондовый грузовичок впереди. И при этом выскочил с таким удивлением, будто бы виноват не он, а другие.